Привет! Сегодня я хотела бы рассказать о голландском, а если точнее, нидерландском языке. Он относится к группе германских языков. Конечно, вы можете это все прочитать в Википедии и даже больше, но я хочу поделиться конкретно своим опытом в процессе изучения данного языка. И первое, то, что мне бросилось в глаза, то, что английский и голландский тесно связаны. И по моим ощущениям, процентов 60 или 70 слов, они были очень похожи в этих двух языках. Дальше следующее открытие было то, что голландский очень много слов содержит немецкого происхождения. И для меня и английский, и немецкий знакомые языки, которые я изучала, и это не было проблемой. И третий момент был то, что, наверное, процентов 15 слов имели французское происхождение. И тут французский я тоже изучала, и мне показалось, что голландский просто идеальный язык, и я его выучу просто так, очень быстро и легко. Но это оказалось совсем не так. Кстати, голландцы, говоря о тесноте языков и взаимосвязи, очень многие голландцы говорят на немецком языке. Лично я знаю как минимум 3, так что это уже серьезный показатель. И в процессе изучения языка письменная форма, мне оказалась очень легкая для восприятия, для выстраивания параллелей с английским, немецким, французским языками. Но когда я стала слушать язык, то это оказалось достаточно сложно, намного сложнее, чем в письменной форме, поэтому не все так легко, как кажется. И, например, мое наблюдение, одно из первых наблюдений было то, что буква Г, Дж, G, она пишется, но произносится Х. Например, в немецком языке Guten Tag, да, доброго дня или добрый день, пишется практически как в немецком языке, но произносится Guten Tag. И в связи с этим, поскольку Х часто звучит в голландском языке, на слух мой русскоговорящего человека, он носит достаточно грубый характер, но очень необычный. И, конечно, были веселые моменты, когда я учила общие фразы. Там была фраза «доброй ночи» или «доброй ночи». По-немецки «Gute Nacht» звучит, а по-голландски оно звучит «Gute Nacht». Не знаю почему, первое время я не замечала во втором слоге букву «Д», и почему-то запомнила как «Gute Nacht», и очень долго это вызывало у меня истерический какой-то смех. Естественно, я не могла ее использовать, эту фразу, при общении с людьми, но всем друзьям я рассказывала, что вы представляете, в голландском языке, если вы хотите пожелать доброй ночи, это будет звучать «Gute Nacht». Но, слава богу, я перепроверила, и это неправда. Звучит оно все-таки правильно «Gute Nacht». Но для русского человека все, что слог с «ху», он, конечно, триггерит некоторые моменты. Поэтому изучение языка оказалось для меня веселым. Я еще хотела сказать небольшое такое отступление, что Netherlands, the Netherlands или Нидерланды переводится как «низкие земли». И у меня есть мысль записать короткое видео о происхождении названия данной страны. В принципе, на этом все. Я буду рада, если мое видео, мои ролики каким-то образом вас просветили или позволю вам улыбнуться или узнать что-то новое, в общем, провести приятное время. Я планирую записать видео о других языках, которые практикую или которые собираюсь практиковать. Спасибо за внимание. Увидимся. Пока.